Согласно элементарной модели комплексных чисел, комплексные числа представляют собой выражение вида а плюс bi, где а и b вещественные числа и некоторый символ, удовлетворяющий соотношению и в квадрате равно минус 1. Число а в такой модели называется вещественной частью комплексного числа, множитель b перед символом и мнимой. При этом сложение и умножение таких комплексных чисел осуществляется по обычным для вещественных чисел правилам раскрытия скобок и группировки слагаемых, с учетом того, что и в квадрате равно минус 1. В данной модели не объясняется строение элемента и, как и самих комплексных чисел. Операции сложения и умножения не получают явных определений. Даже в самом определении в виде выражения для комплексных чисел уже используется и комплексное число и операция сложения комплексных чисел, чего при последовательном изложении быть не должно. Этих недостатков лишена стандартная модель комплексных чисел, согласно которой комплексные числа являются упорядоченными парами из вещественных чисел а и b. Первый элемент упорядоченной пары называется вещественной частью комплексного числа, а второй – мнимой. Операции сложения и умножения для таких пар задаются в явном виде с помощью формул. Для того, чтобы свести формулировки определений и доказательства теорем о комплексных числах к некоторым определениям и теоремам в рамках теории матриц, можно рассмотреть матричную модель комплексных чисел. Чтобы получить какой-нибудь вариант матричной модели, можно поступить следующим образом. Для начала запишем формулы, в которых входными данными являются два комплексных числа стандартной модели, а b, записанное в виде вектора строки, и cd, записанное в виде вектора столбца. Эти формулы с помощью операции матричного умножения позволяют получить вещественную и мнимую части произведения данных комплексных чисел. При этом матрицы, находящиеся между такими представлениями чисел, определяются единственным образом и легко могут быть найдены. Далее заметим, что первые строки двух полученных матриц после умножения справа на cd определяют, какой вклад во все произведение комплексных чисел вносит множитель а, вещественная часть первого комплексного числа АБ. Соответственно, вторые строки определяют, какой вклад в произведение вносит множитель b, мнимая часть. Из-за этого можно предположить, что матрицы, составленные из соответствующих строк, после умножения на вещественную и мнимую часть могут служить моделью комплексных чисел. Попробуем записать эту модель. Комплексные числа будут являться матрицами полученного вида. Их вещественная и мнимая части находятся в первом столбце таких матриц, а второй столбец формируется указанным образом в зависимости от первого. Видно, что нулевое комплексное число соответствует нулевой матрице, вещественное число 1 – единичной матрице, а чисто мнимое число и – матрице 0-1, 1-0. Целью создания матричной модели является сведение операций с комплексными числами к операциям с матрицами. Можно легко убедиться, что при сложении и умножении двух комплексных чисел, как матриц, получаются также комплексные числа, то есть заданный формат не нарушается. При этом вещественные и мнимые части полученных комплексных чисел соответствуют известным из стандартной модели значениям для суммы и произведения комплексных чисел. Значит, наше предположение о том, что такие матрицы могут служить моделью комплексных чисел, оказалось верным. Конечно, это не единственный способ построения матричной модели комплексных чисел. Определим в матричной модели модуль комплексного числа как квадратный корень из определителя этого числа. Так как определитель произведения квадратных матриц равен произведению определителя этих матриц, легко увидеть, что модуль произведения комплексных чисел равен произведению модуля этих чисел. Понятно, что модуль равен нулю только для нулевого комплексного числа. Будем для данного комплексного числа z называть комплексно сопряженным к нему транспонированное комплексное число.
Легко проверить, что произведение комплексных чисел является коммутативным, то есть множители можно менять местами. Так как вычитание – обратная операция к сложению, понятно, что вычитание комплексных чисел стоит определить как их матричное вычитание. По отношению к умножению, обратным для данного комплексного числа z будем называть комплексное число, которое при умножении на z дает единичную матрицу. Таким образом, обратное комплексное число является обратной матрицей, которая, как известно, существует только при ненулевом определителе и определяется однозначно. Так как определитель является квадратом модуля комплексного числа, который равен нулю только для нулевого комплексного числа, то обратное комплексное число существует для всех комплексных чисел, кроме нулевого, и вычисляется по формуле для обратной матрицы. Операцию деления комплексных чисел можно тогда определить как умножение первого комплексного числа на обратное ко второму.